Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом домашнего торта «Шоколадный поль». Торт очень вкусный и нежный, состоит из медовых шоколадных коржей, которые пропитаны вишневым джемом и прослоены заварным кремом пломбир. Сверху торт покрыт очень вкусной, насыщенной шоколадной глазурью. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта размером 18 на 25 см, высотой 6 см и весом 2 кг 200 г. Давайте приготовим. Начнем приготовление с вишневого джема. К 100 граммам или 5 столовым ложкам без верха сахара добавляем 7 граммов, это примерно 1,5 чайной ложки пектина, и перемешиваем до образования однородной массы. К 300 граммам вишни без косточек вишню можно брать как свежую, так и замороженную. У меня замороженная вишня, предварительно ее размораживать не надо. К вишне добавляем сахар с пектином и оперируем блендером до образования однородной массы. Ставим вариться на плиту и постоянно помешивая доводим до кипения. Делаем огонь минимальным и помешивая провариваем в течение 3 минут. Дольше варить джем с пектином нельзя, так как при длительной температурной обработке пектин теряет свои желирующие свойства. Снимаем с огня, переливаем джем в пиалу или баночку, накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть. Сначала джем будет жидкий, но он загустеет после полного остывания. Приготовим заварную основу для крема. В кастрюлю вливаем 3 яйца, добавляем щепотку соли и 200 граммов или 10 столовых ложек без верха сахара. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем 70 граммов или 3,5 столовые ложки без верха пшеничной муки. Перемешиваем до образования однородной массы. В два этапа добавляем 600 граммов или миллилитров молока, каждый раз перемешивая до однородного состояния. Ставим вариться на плиту, варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик и постоянно помешивая доводим массу до закипания. Когда масса закипит, она станет густая, как пудинг. Делаем огонь минимальным, на маленьком огне провариваем массу примерно 1,5–2 минуты. Снимаем кастрюлю с огня, переливаем заварную основу в чистую сухую чашу. Накрываем пищевой пленкой контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Если заварную основу надо остудить быстро, то поставьте кастрюлю в чашу с ледяной водой и постоянно перемешивая остудите до комнатной температуры. Приготовим шоколадные и медовые коржи. В чашу вливаем 2 яйца, добавляем щепотку соли и 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем 70 граммов или 7 столовых ложек растительного масла, 30 граммов или 2 полные столовые ложки молока комнатной температуры, 70 граммов или 2 столовые ложки густого меда, если мед жидкий, то 3 столовые ложки, и 8 граммов или 1 полную чайную ложку соды. Перемешиваем до образования однородной массы. Рассеянного добавляем 160 граммов или 8 столовых ложек без верха пшеничной муки и 40 граммов или 4 столовые ложки без верха какао. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 12 граммов или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем, реакция уксуса должна полностью прекратиться. При желании 1 столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Делим тесто на 2 равные части. Переливаем одну часть теста на пергаментную бумагу и равномерно размазываем по пергаментной бумаге. Я делаю корж размером 38 на 26,5 см. Перекладываем пергаментную бумагу с тестом на противень и убираем выпекаться в заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия 7–8 минут. У меня корж выпекался 7 минут. Готовность коржа проверяем деревянной палочкой, прокалываем. Если палочка выходит сухой, значит корж готов. Накрываем корж пергаментной бумагой и переворачиваем. Снимаем пергаментную бумагу, на которой корж выпекался. Сразу обрезаем края. Обрезанные кусочки убираем в сторону, они нам пригодятся позже, мы ими обсыпем края торта. Корж разрезаем пополам и оставляем остывать. Остывают коржи очень быстро. И таким же образом выпекаем вторую часть теста.
Доделаем крем. К 180 граммам сливочного масла комнатной температуры, чтобы масло быстрее стало мягким, я нарезаю его небольшими кусочками. Добавляем 20 граммов или 4 чайные ложки ванильного сахара. На максимальных оборотах миксера взобьем сливочное масло с ванильным сахаром. Хорошо взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. Заварную основу тоже хорошо взбейте миксером, чтобы она стала однородной и воздушной. Далее постепенно добавляем заварную основу к взбитому сливочному маслу, каждый раз хорошо взбивая до однородного и воздушного состояния. Чтобы крем не расслаивался при взбивании, сливочное масло и заварная основа должны быть одной комнатной температуры. Крем получается очень вкусным, нежным и в охлажденном состоянии отлично держит форму. Сформируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку, устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. На корж выкладываем 100 граммов вишневого джема и равномерно его распределяем по коржу. Делим визуально крем на 3 части. Перекладываем 1/3 часть крема в кондитерский или пищевой пакет и равномерно распределяем крем поверх джема. На крем выкладываем второй корж. Корж слегка придавливаем. Далее, повторяя слои, формируем торт. Смазываем корж джемом. Поверх джема равномерно распределяем крем и крем накрываем коржом. Таким образом формируем торт из 4 коржей, 3 слоев джема и 3 слоев крема. Последний корж смазываем 1 столовой ложкой джема. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 5-6 часов. При желании можно приготовить торт вечером и убрать в холодильник на ночь. Охлажденный торт покроем шоколадной глазурью. В сотейник всыпаем 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара, 40 граммов или 4 столовые ложки без верха какао. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 150 граммов сметаны, у меня сметана жирностью 20%, но можно брать и более жирную сметану. По желанию сметану можно заменить густым натуральным йогуртом без добавок. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Постоянно помешивая, варим на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Доводим до кипения и на маленьком огне увариваем массу примерно 1 минуту. Снимаем с огня и в горячую массу добавляем 60 граммов сливочного масла. Для удобства я нарезаю его небольшими кусочками. Перемешиваем до однородного состояния. Глазурь готова, покройте глазурью торт сверху и уберите в холодильник до полного застывания глазури. Глазурь, которая осталась на стенках сотейника, соберите вместе и оставьте на столе. Этой глазурью мы обмажем края торта. Когда глазурь застынет, освободите торт от формы ацетатной пленки и обмажьте края торта глазурью. Обрезанные кусочки от коржей измельчите в блендере в крошку и обсыпьте крошкой края торта. При желании крошкой можно также слегка посыпать торт сверху. Торт готов, его можно подавать к столу. Советуем его приготовить. Торт очень вкусный, в меру сладкий и имеет насыщенный шоколадный вкус. Готовьте с удовольствием. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.